Вы на канале «Горизонт событий». Приветствую всех, кто следит за стремительными изменениями на нашей планете. Сегодня 20 мая, и мы начинаем свежий выпуск природных катаклизмов, аномалий и чрезвычайных событий за прошедшие сутки. 19 мая в 12 часов 57 минут по местному времени на центральном побережье Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр стихии находился в 41 километре к югу от города Ика, а очаг залегал на глубине 81 километра. Подземные толчки были настолько интенсивными, что вызвали панику среди населения и заставили людей экстренно выбегать на улицы. Сейсмическая волна докатилась и до столицы страны Лимы, где сотрясались высотные офисы и жилые дома. В самом городе Ика землетрясение привело к локальным разрушениям инфраструктуры. Местные жители публикуют кадры обрушившихся стен и внутренних конструкций в зданиях университетов и торгового центра Мегаплаза. В пустынных районах провинции землетрясение спровоцировало эффектные, но опасные оползни на песчаных дюнах. Очевидцы также сообщают о повреждениях исторических построек, включая частичное обрушение элементов собора Ики. Национальный институт гражданской обороны призывает граждан сохранять спокойствие и быть готовыми на случай возможных авторшоков. В Узбекистане зафиксирован мощный атмосферный фронт, принесший в республику шквалистый ветер до 22 метров в секунду и масштабные пыльные бури. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Джизакской, Самаркандской и Бухарской областях. Там штормовые порывы подняли в воздух тонны песка и иссушенной почвы. Разгул стихии привел к серии серьезных происшествий. В городах ураган массово валил деревья, срывал кровлю со зданий и сносил автобусные остановки. В Хорезме сильный шквал перевернул надувные аттракционы, а в Каракалпакстане штормовой ветер заставил кабинки колеса обозрения вращаться вокруг своей оси. Одновременно с этим сокрушительный удар стихии пришелся на Кашкадарьинскую область. Здесь прошел шторм с крупным градом, который повредил множество автомобилей и жилых построек. Из-за высокой интенсивности осадков на земле образовался сплошной плотный слой льда, напоминающий зимние сугробы посреди мая. В стране действует штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают, что вслед за пылевым фронтом и градом идут грозовые ливни, из-за чего в предгорьях резко возрастет селевая опасность. В то время как большая часть Казахстана вовсю готовится к летней жаре, на восток страны внезапно вернулась настоящая зима. Утром 19 мая мощный циклон обрушился на Мартакольский район Восточно-Казахстанской области. Буквально за 30 минут горное село Урунхайка и соседние населенные пункты завалило слоем снега. Белое одеяло полностью укрыло зеленую траву, деревья и крыши домов. Синоптики Казгидромета заранее объявляли штормовое предупреждение, прогнозируя ночные заморозки до -3 градусов и ледяной северный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Кадры заснеженных улиц мгновенно разлетелись по социальным сетям. Местные жители относятся к ситуации с юмором, отмечая, что Маркаколь – это одна из самых холодных точек страны. Но с грустью констатируют, огородный сезон и посадку картошки снова придется отложить до июня. Специалисты советуют автомобилистам региона быть предельно осторожными на дорогах из-за гололедицы. На Камчатке произошло мощное извержение вулкана Безымянный, зафиксированное геофизиками 19 мая ровно в 6 часов 26 минут по местному времени. Огненный исполин высотой 2882 метра произвел колоссальный взрыв, выбросив гигантский столб пепла на высоту до 13 километров над уровнем моря. Ученые заранее предупреждали о растущей активности вулкана, что позволило оперативно объявить наивысший красный код авиационной опасности. Основная часть пеплового шлейфа сместилась в сторону Камчатского залива, однако вулканические осадки все же зацепили населенные пункты Усть-Камчатского округа. В селе Майском и поселке Козыревск прошел пеплопад, толщина свежего налета на автомобилях и крышах домов местами достигла 3 миллиметров. Спасательные службы призывают жителей ближайших районов, включая поселок Ключи в 40 километрах от эпицентра, плотно закрывать окна и не выходить на улицу без защитных масок. В регионе сохраняется высокая готовность экстренных служб.
Сразу несколько северных провинций Вьетнама оказались под ударом стихии. Вопреки ожиданиям, причиной тяжелейших ливней стал не холодный фронт, а мощный низкоатмосферный желоб, пришедший на смену аномальному зною. Основной удар 18 и 19 мая приняли на себя северо-восточные регионы, включая провинцию Куангнинь и портовый город Хайфон. В отдельных районах за несколько часов выпало до 220 мм осадков. Вода мгновенно затопила жилые дома, заблокировала основные дороги и буквально превратила улицы в бурные реки, в которых тонули автомобили. В горах сошли оползни, парализовав движение на национальных автомагистралях. Из-за ураганного ветра и гроз пострадали сельскохозяйственные угодья, а в провинции Хатинь молния уничтожила стадо скота. Национальная служба гражданской обороны объявила первый уровень опасности, начав экстренную эвакуацию жителей. И это только начало. Синоптики предупреждают, что пик ливней с угрозой наводнений продлится до 21 мая. В мексиканском штате Пуэбло во второй половине дня в районе муниципалитетов Сан-Николас-Буэнос-Айрес и Рафаэль-Ларе-Грахалес сформировался торнадо. Очевидцы и водители на трассах успели снять на видео гигантскую вращающуюся колонну из ветра и пыли, которая медленно двигалась по открытой местности. Метеорологи классифицировали этот вихрь как торнадо типа Лэндспаут. В отличие от классических разрушительных торнадо, он образуется у поверхности Земли из-за столкновения воздушных потоков под растущими дождевыми облаками. Траектория движения вихря пролегала в опасной близости от жилых кварталов и фермерских хозяйств. Основной удар стихии пришелся на местную сельскохозяйственную инфраструктуру. Мощные порывы ветра частично повредили ограждения, сорвали листы кровли с легких хозяйственных построек и повредили посевы на полях. К счастью, этот тип торнадо быстро теряет силу. Набрав максимальную высоту, воронка благополучно рассеялась в воздухе. Местные службы спасения подтвердили, что в результате инцидента никто из жителей не пострадал. Китай продолжает уходить под воду. Мощнейшие ливни обрушили на центральные и южные провинции страны катастрофическое наводнение. В городе Дуюн провинции Гуйчжоу стремительный выход реки Цзянцзян из берегов превратил городские улицы в бурные потоки. Прибывающая вода смыла асфальт, затопила здания и унесла десятки автомобилей. На данный момент число жертв стихии в регионе уже достигло 18 человек. Спасатели и армия ведут круглосуточный поиск пропавших без вести. Не менее ужасающая ситуация развернулась в провинции Хунань. В поселке Хупиншань уезда Шимен зафиксирован исторический рекорд – 146 мм осадков всего за 1 час. Уровень воды в реке поднялся до ошеломляющих 12 метров. Паводковые воды почти полностью поглотили припаркованные машины и заблокировали людей в домах. Из зоны бедствия экстренно эвакуировали более 18 тысяч жителей. Сейчас вода начала постепенно отступать, обнажая страшные последствия. Улицы Хупиншаня завалены грудами камней, грязью и обломками разрушенных зданий. В регионе сохраняется высший уровень опасности. 19 мая в Черниговской области местные жители стали свидетелями формирования настоящего торнадо. Вращающийся смерч возник посреди дня прямо из грозового облака и напугал жителей. Метеорологи объясняют, что вихрь образовался во время активного атмосферного фронта из-за столкновения потоков воздуха. Это был так называемый Лэндспаут. К счастью, гигантская воронка кружила преимущественно на высоте и не успела полностью опуститься на землю, поэтому серьезных разрушений инфраструктуры и пострадавших в самом Чернигове удалось избежать. Тем не менее, прохождение этого фронта сопровождалось шквалистым ветром, грозой и сильным ливнем по всему региону. Синоптики предупреждают, что из-за климатических изменений подобные аномалии будут происходить в этих широтах все чаще. А сейчас перенесемся в Аргентину. 18 мая в высокогорье Анд зафиксировали редчайший оптический феномен «суп Солнца». Кадры этого природного явления выглядят невероятно. В отличие от привычных нам ложных солнц или знаменитого 22-градусного круга, суп Солнца невозможно увидеть просто стоя на Земле и глядя вверх.
Этот феномен всегда располагается строго ниже линии горизонта, ровно на столько же градусов, насколько реальное Солнце находится выше него. Чтобы двойник светила появился под ногами, нужны идеальные условия. В воздухе должны парить миллионы плоских ледяных кристаллов. Располагаясь строго горизонтально, они превращаются в гигантское природное зеркало, которое отражает солнечные лучи. Именно поэтому поймать взглядом слепящий блик субсолнца можно только с высоты, например, со склона высокой горы или из иллюминатора самолета, летящего над облаками. В Турции 19 мая в заливе Искендерун, провинции Хатай, зафиксировали мощный водяной смерч. Огромная воронка образовалась ранним утром около 6:30, прямо во время празднования Дня молодежи и спорта. Природное явление возникло примерно в 5 милях от побережья и мгновенно привлекло внимание местных жителей. Гигантский вихрь затягивал тонны морской воды высоко в облака, создавая пугающую, но одновременно завораживающую картину. Люди, занимавшиеся на набережной утренней пробежкой, стали массово снимать происходящее на мобильные телефоны. Водяной столб вызвал легкую панику среди очевидцев, однако вихрь, к счастью, не добрался до жилых кварталов портового города. Продвигаясь в сторону побережья, водяной смерч потерял свою силу и полностью рассеялся над водной гладью еще до того, как успел достигнуть береговой линии. В результате инцидента никто из людей не пострадал, городская инфраструктура также не получила никаких повреждений. Крупное ЧП в Подмосковье. В Дмитровском городском округе вспыхнул мощный пожар на складском комплексе в селе Белый Раст. Огонь мгновенно охватил площадь в 5000 квадратных метров. По данным МЧС, загорелся крупный склад автозапчастей. Ситуация серьезно осложнялась высокой пожарной нагрузкой. Внутри находились тонны легко воспламеняющихся материалов. В небо поднялся гигантский столб густого черного дыма, который очевидцы фиксировали за десятки километров из Химок, Лобни, Зеленограда и Долгопрудного. Загоревшийся объект является частью важного терминально-логистического узла, куда поступают грузовые поезда с товарами из Китая. На место происшествия были стянуты экстренные службы. К тушению привлекли 50 спасателей и 17 единиц специальной техники. Пожарным удалось локализовать, а затем и полностью ликвидировать открытое горение. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Расследование причин пожара взяла под контроль прокуратура, назначена пожарно-техническая экспертиза. Столица Ганы Аккра и прилегающие регионы уходят под воду из-за мощнейших тропических ливней, которые начались в воскресенье. Ситуация в регионе критическая. Национальная служба по управлению катастрофами подтвердила гибель 4 человек. Еще сотни жителей оказались заблокированы в своих затопленных домах. На главных автомагистралях, включая трассу Аккра-Пакуасе и шоссе до Кейп-Коуст, образовался транспортный коллапс, из-за которого водители массово бросали свои машины прямо в бурлящих потоках воды. Государственная энергетическая компания сообщает о масштабных отключениях света, вызванных повреждением инфраструктуры. Местные жители винят во всем забитые сточные системы и незаконную добычу песка, которая нарушила естественное русло рек. Тем временем метеорологи предупреждают, что сезон дождей только начинается, и юг Ганы в ближайшие дни накроют новые сильные штормы.